Свободное программное обеспечение – термин, который часто понимают неверно. Для большинства «свободное» означает просто бесплатное, но это в корне неверно. В IT свобода – это не про отсутствие ценника, это про наличие у вас чертежей. Сегодня я объясню, почему за контроль над своим железом необходимо платить и почему закрытый софт порой обходится нам слишком дорого. Что такое проприетарное ПО? Это черный ящик. Вы не знаете, как оно работает внутри и не можете на это повлиять. Когда код закрыт, разработчик системы сам решает, когда обновлять ваше устройство, какие функции оставить доступными, а какие ограничить. Это вопрос владения. Без доступа к коду вы не хозяин системы, вы ее временный арендатор на чужих условиях, которые могут измениться в любой момент без вашего согласия. Вы полностью зависите от воли корпорации. В 70-х годах Ричард Столман понял, что это путь к антиутопии и создал движение за свободное ПО, создав лицензию GNU-GPL. Она гарантирует 4 фундаментальных права, которые возвращают контроль пользователю. Право на использование. Вы вольны использовать программу для любых задач без ограничений. Право на изучение. У вас есть доступ к исходному коду, чтобы понимать механизмы работы системы. Право на помощь. Вы можете свободно делиться копиями с друзьями. Право на развитие. Вы можете изменять и улучшать код под свои инженерные задачи. Это юридический стандарт, который делает софт по-настоящему вашим. Если код открыт, почему за него стоит платить? Важно понимать мотивацию создателя. Программисту нужно на что-то жить, а серверам электричество. Платить – это нормально, но платить нужно за контроль. В мире свободного ПО вы платите за техническую поддержку, когда профи помогают вам все настроить. Разработку, когда вы заказываете нужную вам функцию, и она остается вашей навсегда. Донаты – добровольный вклад в развитие инструмента, который приносит пользу вам. Вы не платите за разрешение запустить программу. Вы инвестируете в инструмент, который у вас никто не отнимет. Но инвестиции в свободное ПО – это не всегда про деньги. Вы можете платить своим временем и знаниями, найти баг и грамотно его описать, помочь с отладкой, предложить новую идею или доработать часть кода. Это ценнейший вклад, это честный обмен. Вы поддерживаете жизнеспособность инструмента своими ресурсами, а автор гарантирует, что этот инструмент останется прозрачным, надежным и никогда не будет отозван третьей стороной. Для меня, как для инженера, выбор очевиден. Я готов платить временем или деньгами за open source, потому что я получаю полный контроль над своим железом. Свобода – это ответственность. Для инженера выбор в пользу open source – это осознанный отказ от слепого доверия в пользу проверяемости. Мы привыкли к удобству из коробки, но часто забываем, что за это удобство мы платим своей приватностью и автономностью. Свобода в IT – это не халява, это прежде всего ответственность за то, что происходит внутри ваших систем. Это выбор в пользу инструментов, которые работают на вас, а не на интересы их издателей. Что выбираете вы? Комфортную цифровую аренду, где вы гость, или реальное владение средой, требующее понимания и участия? Готовы ли вы платить за свою независимость? Пишите, что вы об этом думаете в комментариях. С вами был ID90. До связи.